ВК– гнилое место. И вот почему. Помните ли вы 2017 год, когда все начали сидеть в ВК, делиться мемами? Мудрый дуб там, или Кчао, к примеру. Примерно тогда ВК собирал очень много актива и народа. За счет удобного общения, передачи файлов и в конце концов очень удобным и понятным интерфейсом, в котором мог разобраться даже ребенок, который только начал читать. Также ему не было альтернативы. Ну, Одноклассники, думаю, не в счет. Примерно в это же время, когда все спокойно пользовались ВК, появляется Сова, некий мод для ВКонтакте. Изначально никто не давал этому значению, но когда люди начали шантажировать удаленными сообщениями, тогда и начался негатив в сторону ВКонтакте, ибо даже тот же самый ВК ничего не стал предпринимать против Совы. Конечно, у Совы было и много плюсов, от которых навряд ли можно было бы отказаться. Например, музыка без рекламы и подписок и кастомизация всего интерфейса. В это же время начала портиться и лента рекомендаций. Кто помнит мем про OneWin и 1xbet? Так вот, этим же и начала засоряться лента. ВК, конечно же, тут бы и ничего и не сделала, ибо это ничего не противоречит. Но многим пользователям это, конечно же, не нравилось, а годные мемы были именно с этой ебаной рекламой казино. Вот первая стадия и проходит. Вроде люди начали с этим мириться, ибо их нытье ничем не поможет. И вот приходит Telegram. Люди начали переходить туда, но многие все равно остаются там, ибо там и привычнее, и удобнее. Но ВК по-прежнему продолжали себя топить. Сначала укоротили прослушивание с 1 часа с рекламой и закрытием приложения, а потом его укоротили до 30 минут. Людям, конечно же, этот подход не нравился, хотя это и правильное решение со стороны ВК. Но все равно люди начали переходить в Telegram, ибо закинул в избранное и слушаешь сколько хочешь и как хочешь. А вот уже и на второй стадии происходит какой-то откровенный пиздец. ВК начал менять оформление чуть ли не каждую неделю, тем самым становится более проблематичнее что-то найти. Рекомендации ВК превратились в кладбище мемов 2020 года. А если не они, то ебучая реклама какого-то приложения с розыгрышем от полстроя. Какие-то мемкоины, типа лучших хамстер-коинов, а все остальное такая же реклама, только с каким-то порно. И остальные 5% это посты друзей, либо действительно то, что тебе нравится. У всех, у кого не спрошу, все такая же картина. Также, если зайти в раздел поиск, то этого эти чуть ли не вся страница. Вот вы сами попробуйте туда зайти и сами в этом убедитесь. И как итог, все еще думаете, что ВК не гниль? Конечно, если слушать музыку или искать что-то конкретное по типу сообществ, тогда вопросов нет. Но если не смотреть на все минусы, то ВК был бы адекватным. Ему даже сейчас навряд ли найдешь какую-либо замену. Ну, думаю, это все, что я хотел сказать о нем. Напишите в комментариях, где я был неправ, а где, может, хотите добавить. Ну и всем спасибо за просмотр, удачи и сайонара.